Доктор Марк был известным специалистом в области онкологии. Однажды он собирался на очень важную конференцию в другой город, где его должны были наградить премией в области медицинских исследований. Он очень волновался, так как на этой конференции должны были оценить его многолетние труды. Однако, через 2 часа после того, как самолет взлетел, произошла аварийная посадка в ближайшем аэропорту из-за какой-то технической неполадки. Доктор боялся не успеть, поэтому арендовал машину и поехал сам в город, где должна была проходить конференция. Однако, вскоре после того, как он выехал, погода испортилась и начался сильный шторм. Из-за сильного дождя он не туда свернул и заблудился. После 2 часов безрезультатной езды он понял, что пропал. Он чувствовал себя голодным и ужасно уставшим, поэтому решил поискать, где бы остановиться. Через некоторое время он наконец наткнулся на маленький дряхлый дом. Отчаявшись, он вышел из машины и постучал в дверь. Дверь открыла красивая женщина. Он объяснился и попросил ее воспользоваться телефоном. Однако женщина сказала ему, что у нее нет телефона, но он может зайти и подождать, пока погода не улучшится. Голодный, мокрый и уставший врач принял ее любезное предложение и вошел. Дама дала ему горячий чай и поставила тарелку с едой. Женщина сказала, что он может присоединиться к ее молитве. Но доктор Марк улыбнулся и ответил, что он верит только в трудолюбие, и отказался. Сидя за столом и попивая чай, доктор наблюдал за женщиной в тусклом свете свечей, как она молилась рядом с детской кроваткой. Врач понимал, что женщина нуждается в помощи, поэтому, когда она закончила молиться, спросил ее: «Чего именно вы хотите от Бога? Неужели вы думаете, что Бог когда-нибудь услышит ваши мольбы?» А потом он спросил о маленьком ребенке в кроватке, возле которого она молилась. Женщина грустно улыбнулась и сказала: «Ребенок в кроватке – это мой сын. Он страдает от редкого типа рака. И есть только один врач, его зовут Марк, который может излечить его. Но у меня нет денег, чтобы позволить себе его. Кроме того, доктор Марк живет в другом городе. Бог до сих пор не ответил на мою молитву, но я знаю, что Он поможет. И мою веру ничего не сломит». Ошарашенный и потерявший дар речи доктор Марк просто расплакался. Он прошептал: «Бог велик». Он вспомнил все, что с ним сегодня произошло. Неисправность в самолете, проливной дождь, из-за которого он сбился с пути. И все это произошло потому, что Бог не просто ответил на ее молитву, но и дал ему шанс выйти из материального мира и помочь бедным, несчастным людям, у которых нет ничего, кроме молитвы. Подпишитесь и напишите в комментариях ваше мнение о данной истории, поставьте лайк, поделитесь роликом в соцсетях и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был канал Притчи и рассказы. Всего вам доброго и до новых встреч!